Всем приветы! Многие заводчики птиц сталкивались с такой проблемой, как ожирение птиц. И в этот раз речь пойдет об ожирении птиц. И попробуем вместе разобрать и понять причины этого ожирения, как определить ожиревшую птицу, как с этим бороться. Птицы будут медленными летунами, плохими заводчиками и даже непривлекательны, так как избыток жира замедлит их действия и изменит их характер. Избыточный вес попугая – это не проблема сама по себе, а симптом проблемы. Первой и наименее вероятной причиной избыточного веса у попугая будет нарушение работы желез, нарушение обмена веществ. В живом организме пища хранится в основном в виде жиров и масел, вместе называемых липидами. Железистый контроль чрезвычайно сложный механизм организма. Управляется различными гормонами, ферментами, минералами и другими биохимическими веществами. Все эти биохимические вещества влияют на железы и их химическое производство для контроля всех функций организмов попугая. Эта система разрушается только в том случае, если сырье для биохимического производства желез почти полностью отсутствует. Такое расстройство происходит с выраженным дефицитом йода, а также у птиц с выраженным дефицитом марганца. Недостаток каких-либо питательных веществ может оказать аналогичное пагубное воздействие на организм. И если эта какая-то железа является регулятором отложения жира или аппетита, результатом может быть избыточный вес у попугая. Еще одна причина лишнего веса у попугая – это просто переедание. Хотя такое бывает крайне редко, поскольку аппетит у попугая и его потребление пищи в основном определяется энергетическими потребностями организма. Воздержание от еды на часть дня не решит эту проблему, так как попугай восполнит потерянное время и наестся, когда мы его предоставим. Обычно они не едят больше, чем их организм требует для поддержания энергии. Если в рационе не хватает одного или нескольких питательных веществ, организм птицы начнет жаждать пищи, которая содержит эти питательные вещества. Например, предположим, что это дефицит полноценного белка. Заводчик дает птицам пищевую смесь, которая идет как смесь с высоким содержанием белка. Но он где-то вычитал, что это будет слишком богато в рационе для попугаев. Поэтому он добавляет хлебных сухарей в смеси, чтобы разбавить ее. Конечно, птицы все равно съедят эту смесь, потому что больше ничего им доступно не будет. В результате они едят гораздо больше, чем если бы мы птенцов кормили чистым белком, чтобы получить полный белок, в котором они нуждаются. Эта дополнительная пища, потребляемая птицами, будет перегружать организм попугая избыточными углеводами, которые будут усваиваться и накапливаться в виде жира. Многие другие птицеводы, также канареечные птицеводы, точно так же разбавляют содержание белка в яйцах такими высокоуглеводными продуктами, как хлебные сухари. А потом наша птица толстеет почему-то. Надо иметь в виду, что причина, по которой яйцо так быстро портится, заключается в том, что оно является идеальной пищей для бактерий и других микроорганизмов.
и также является идеальной пищей для попугаев. Хотя тяга к белку была бы наиболее вероятной причиной переедания и как следствие увеличения веса, тяга к любому другому питательному веществу будет иметь аналогичный эффект. Возьмем на примере также соль. Птица, изголодавшаяся по соли, съест гораздо больше пищи, чем ей нужно, чтобы получить соль, необходимую ее организму. Многие заводчики держат камни с солью в своих птичьих вольерах, чтобы удовлетворить потребности птиц, и дать им возможность регулировать свои потребности. То есть собственное потребление соли. Это гораздо более мудрый способ, чем добавление соли в их смешанную пищу, которая может заставить попугаев есть гораздо больше соли, чем нужно их организму. Каждый отдельный попугай будет сильно различаться в своих потребностях в соли, так же как и потребность в соли каждого человека. Птицы должны уметь контролировать свое собственное потребление соли. И здоровые, хорошо питающиеся попугаи никогда не станут заметно полнее, даже без адекватных физических упражнений. Их механизм аппетита чрезвычайно точен. И когда все необходимые питательные вещества присутствуют в изобилии, никакое количество пищи, поставленное перед ними, не заставит их переедать. Избыточный вес попугая почти всегда является признаком того, что что-то не так с его диетой, рационом. Также в различных хозяйствах мы можем заметить, что некоторые попугаи больше едят проса или овес. Также бывает, едят много и семечку. Все это потребности птицы в тех или иных питательных веществах, содержащихся в корме. Как же определить ожиревшую птицу? Для начала нужно проверить грудные мышцы птицы, расположенные на киле. Если птица находится в нормальной кондиции, то по обе стороны киля, если посмотреть на него спереди, мы увидим и ощутим две одинаковых округлых мышцы. Если же у птицы есть лишний вес, то эти мышцы выглядят бугристыми и неровными. Так скажем, она будет как колобок, круглой, и вес у нее будет очень большой. Также будет заметен подкожный жир. Если же ваша птица слишком худая, то в области киля мышцы будут как бы вогнуты, а не выпуклые. То есть киль у птицы будет торчать и будет более острый. Теперь мы попытаемся найти подкожный жир. Можно тут осмотреть и район живота. У птицы с нормальным весом на этом месте будет видно желтоватый подкожный жир в небольшом количестве. Иногда и по поведению птицы можно определить, есть ли у нее лишний вес. Например, когда птице трудно летать, у нее появляется одышка при небольших физических нагрузках. У волнистых попугайчиков, страдающих избыточным весом, также развиваются опухоли, липомы. И у птиц, у которых есть эти опухоли, они плохо или вообще не идут на кладку и не выводят птенцов во время разведения. Они
также трудно поддаются лечению. Практически невозможно без специалистов это сделать, вылечить. Поэтому их исключают из разведения. Ну, пускают в брак, исключают в брак. Да, чуть не забыл. Чтобы не пропустить следующий видос, жмякните на красную кнопку подписаться. Внизу под видео справа. Да-да, справа. А если кто уже и подписан, давите пальцем вверх. И мне будет очень приятно, что вам понравилось. Как же бороться с ожирением? При ожирении необходимо соблюдать диету. Уменьшить количество жирных кормов, сократить количество зернового корма. За счет зернового корма можно увеличить количество овощей, фруктов, ветки деревьев. Давать птице возможность больше летать. Возможно, придется назначить какие-то препараты для улучшения обмена веществ. Из-за ожирения птиц мы можем столкнуться с такими трудностями, как вялость птиц из-за чрезмерного веса, птица плохо летает, неоплодотворенные яйца будет нести, птица может не разнестись из-за плохого усвоения организма кальция, который идет на образование скорлупы яиц. Жиры и липиды связывают кальций и выводят его из организма. Ну, то есть он не усваивается, хоть и мы его включаем в рацион. Ну вот, пожалуй, и все причины ожирения, и как их определить, и как их бороться с ними, которые я знал и поделился с вами. На этом мое видео подошло к концу. До новых встреч!